Здравствуйте, наши дорогие подписчики! Очень рады встретить вас опять в Хургаде, в Египте. Мы долго думали, чем же вас порадовать, что вам рассказать нового, но заметили, что очень многие интересуются арабским языком. Многие, кто приезжает в Египет, сразу вливаются в эту культуру, в эту жизнь местную. И, конечно, встает необходимость что-то знать хотя бы минимум самый на арабском языке. Ну, хотя бы такие фразы, как «да», «нет», «спасибо», «пожалуйста», «сколько это стоит», «можно мне скидку». Это вот самые такие распространенные вещи, которыми люди интересуются. Это очень интересно знать арабский язык. И арабский язык, вот когда я впервые приехала в эту страну, тоже столкнулась с арабским языком, мне было очень интересно узнать, как это люди читают или пишут справа налево. Потому что, как вы знаете, в арабском языке пишется справа налево, и как они соединяют вот эти вот буквы. Для меня это они были просто красивыми узорчиками, которые вот люди вот так вот складно и красиво пишут. Ну, потом я, конечно, со временем и сама научилась и писать, и читать. Ну, вот когда я впервые попала на курсы арабского языка, я открыла для себя очень много интересных особенностей арабского языка. Например, таких, как то, что в арабском языке нету буквы «П» и нету буквы «О». Есть буква «Б» и буква «У». Поэтому если... И нету буквы «Е», кстати. Поэтому если вы вдруг услышите, как египтянин говорит «бепси куля» вместо «пепси-кола», не удивляйтесь. Просто у них этих букв в языке нет, поэтому они так и пишут, так и говорят. Или, допустим, такой известный бренд, как «Макдональдс», на арабском вы можете прочитать «Макдональдс». И много очень других интересных вещей, с которыми не сталкивались, но вот, допустим, вот буква «У», вот такая вот закорючка, она читается и как «О», и как «У». Это вот одна особенность. Еще особенность другая – это цифры. Это очень интересные цифры. Вот такие смешные случаи, как, допустим, люди, когда я встречаю их в аэропорту, я говорю, вот такая машина за вами приедет, они спрашивают, а какой номер машины? Мне сразу так весело становится, потому что я говорю, я вам могу скинуть номер машины, но вряд ли это вам поможет узнать эту машину. То есть здесь на номерах машин вы тоже можете прочитать арабские цифры. Арабские цифры – это не те арабские, которые у нас арабские, почему-то они называются. Это просто совершенно другие цифры, которые пишутся по-другому. Вот так, нолик, который у нас как нолик, у них обозначает цифру 5. А нолик – это просто точка. Ну и много таких других. Я думаю, что со временем мы выучим эти цифры, чтобы вы могли ходить на рынок и не смотреть на вот эти вот странные закорючки, а сразу видеть, какая цена у продуктов. Потому что если вы не будете знать эти цифры, вам могут назвать совершенно другую сумму. Потому что иностранцы в основном не знают, ходят по рынку, и там уже им говорят, ну там на пальцах показывают или как, или что, по-разному. Вот такие особенности. Всем привет! Я уже 5 лет живу в Египте, и каждый раз мои подписчицы спрашивают: Виктория, ну вот как там, чем заниматься, как с работой? Я вам расскажу про Марию Лебедеву. Она начинала с нуля на фрилансе и сейчас уже имеет более 7 лет опыта работы в онлайн-образовании. За последние 1,5 года она работала с сотнями школ и помогла им развиться. Также она трудоустроила более 1000 своих учеников по всему миру. Рынок онлайн-образования растет с каждым годом. Здесь миллиарды долларов и миллионы учеников. Вакансий все больше, и некому обслуживать и настраивать новые онлайн-школы. Цель Марии не просто научить тех, кто хочет работать онлайн, но и давать заказы и также трудоустроить своих учеников. Вместе с Марией вы сможете работать удаленно в комфортное для вас время. Конкуренция на этом рынке еще очень маленькая. Ссылку на мастер-класс я оставлю под видео, и все координаты
Марии тоже там. Ну и до скорой встречи на берегу Красного моря. Пока-пока. Еще особенность арабского языка в том, что пишутся только гласные буквы. Если вы читаете по-арабски и вы увидите Мехмеде, то есть это может быть или Махмуд, или Мухаммед, потому что гласные буквы не прописываются. Ну, скажите, а как же тогда понять? Ну, например, дети, они учатся в школе, и у них там стоят огласовки. То есть, если надо О или У или что-то такое, там стоят какие-то огласовки. Сверху или снизу, черточки, точечки, какие-то закорючки. Но это, конечно, нужно знать. И когда вы учите арабский, вы тоже учите эти огласовки, пишите, чтобы вам понимать, это му или мо или ми, ну, чтобы знать, как произносить. Еще очень часто египтяне коверкают ваше имя. Например, если меня зовут Ирина, как только меня не называли, и Илина, и Ирена, и Лина, и Лита, ну, по-разному. Я на все отзываюсь. Во-первых, во-вторых, еще здесь как бы не принято, что женщину называли по имени. Допустим, если кто-то захочет крикнуть мне на улице, он не должен кричать мое имя, чтобы не слышали другие. Обычно они кричат «Ома Магди», то есть «Мама Магди», и также «Абу Магди». Если, допустим, ты не знаешь или забыл и помнишь только имя сына, ты вполне можешь сказать, что «Мама Магди» или «Папа Магди», или, допустим, «Мадам Халид», да, по имени мужа. Еще вот очень один интересный такой факт, что буквы в арабском языке пишутся по-разному, в зависимости от того, в каком месте слова они стоят. Допустим, отдельно буква пишется вот так. В начале слова буква пишется по-другому, в середине слова еще по-другому, и в конце слова тоже она пишется по-другому, по-разному. То есть нужно узнать 4 написания букв в зависимости от того, где они стоят в слове. Но есть буквы, которые не соединяются с другими буквами. Например, определенные буквы, она не соединяется с другими, она пишется всегда отдельно. И интересно еще мне было смотреть, как на компьютере пишутся эти арабские буквы. Думаю, а как же они соединяются? Они просто автоматически соединяются. Они написаны на клавиатуре все по-разному. Но когда ты пишешь полностью слово, они уже меняют свое, вид меняет, видоизменяются и уже пишутся по-другому. Интересно еще, когда преподаватель учил нас, как учить буквы, и он нам говорил, вот эта буква пишется с 2 точками, а эта буква пишется с 3 точками. То есть вот он по-русски, он прекрасно говорил по-русски, но вот такие вот интересные вещи с 2, с 3, я до сих пор, кстати, запомнила эту букву с 3 точками. Вот. Потом еще интересный такой вот особенность, что там есть некоторых букв нет, а есть целых 3 буквы Х, например. Мы очень думали, как вот это запоминать. Мы не могли никак запомнить вот эти буквы Х. Преподаватель говорит, вот возьмите листочек, просто вот так вот листочек взял и говорит, вот скажите Х, чтобы листочек вот так вот загнулся от вашего воздуха. Или вот так Ха. То есть листочек остается на месте. То есть Ха, Ха и Ха. 3 разных буквы, оказывается. Поэтому, ну, я вообще не вдаюсь в такие вот подробности. Допустим, мой муж смеется, что имя Халид, Халид. Я говорю просто Халид. Он говорит, кому-то даже говорит, он говорит, она даже мое имя не знает, как говорить. Ну, как бы смеется он надо мной, потому что вот это Халид с точкой, она вот произносит как Ха. Халид. Да, Халид, да. Вот это не трудно. Я говорю, ну мне трудно, мне проще сказать Халид. Или даже, допустим, он меня учит, говорит,
по-русски вы как-то так говорите как-то грубо. Я говорю, как грубо? Он говорит, ну слово хорошо. Что это за слово у вас такое хорошо? Я говорю, а как надо? Хорошо. Я говорю, а как надо говорить? Хорошо. Вот так вот. Ну, то есть вот так они видят наш русский язык. Вот. Это вот об особенностях небольшие такие. А потом еще, когда ты пишешь справа налево, оказывается, знак вопроса тоже пишется не так, как у нас, а вот так, наоборот. То есть ты написал справа налево, и знак вопроса тоже вот так. То есть какие-то вещи такие интересные, которые для меня были лично необычными, и которых я больше нигде не слышала и не знала, кроме как, когда начала учить, я вот с этим столкнулась. Ну и что? Самые распространенные выражения это да, нет, да, айо, нет, ля. Ля. Допустим, если вы хотите сказать спасибо нет, спасибо не надо, ля шукран, ля шукран. Нет, спасибо. Допустим, даже если вы идете по улице, а у вас кто-то вам предлагает что-то купить, вы просто можете сказать ля шукран. И все. Или сделать вот такой жест вместе с этим. И тогда люди понимают, что вы это не хотите. Ля шукран. А вообще, да, это нам. Ну, почему мы говорим айо? Потому что это вот египетский такой диалект. Потому что в арабском, обычном, кстати, я посмотрела, просто даже мне было интересно, я посмотрела русско-арабский разговорник для приезжающих в Египет. Ну вот там вообще не египетский диалект, там просто арабский, обычный классический арабский, потому что обычный классический арабский очень сильно отличается от египетского. Конечно, вас поймут, если вы скажете вместо салам алейкум, вы скажете мархаба, вас, конечно, поймут, потому что так говорят другие арабы. Но здесь в Египте принято сабах аль-хир, доброе утро, миса аль-хир. Допустим, я так поняла, что салам алейкум это говорят в основном мусульмане. И им отвечаешь алейкум салам. Но если я прихожу куда-то с христианом, например, в аптеку, христиане в основном в аптеках аптеки держат, я им говорю сабах аль-хир, то есть доброе утро. После 12 я говорю миса аль-хир. То есть у них нету такое добрый день. У них либо утро, либо вечер. И обычно тебе отвечают сабах ан-нур, или светлое утро, или мисах ан-нур. Спасибо, шукран. Как обычно это мы часто говорим, спасибо. До свидания. Ма-саляма. Но это ма-саляма, идите с миром, говорит обычно тот, кто остается. Как вас зовут? Исмак-э. Исмак-э это если ты спрашиваешь мужчину. Исмак-э. Да. Это как? Исмак – твое имя. Исмак. Да. Исм – это имя. Исмак – твое имя. Исми – мое имя. Да. Все смеются, конечно. Исми Ахмад, Исму Ахмад. Он говорит, еще есть такие вот выражения, как дела, изаяк, малиш. Еще есть такие универсальные выражения, например, малиш. Например, очень часто египтяне используют это выражение, допустим, кто-то тебе наступил на ногу, он скажет малиш. Кто-то тебе неправильно сделал мебель, он скажет малиш. Кто-то тебе, допустим, на 3 дня опоздал, не привез вовремя, или мебель, или что-то ты там заказывал, он скажет малиш. То есть это универсальное выражение, которое мы, допустим, смеемся, и мы говорим, ну что, малиш, а что я могу сделать? Малиш. Потом еще одно такое очень интересное выражение, иншаллах. Тоже это выражение можно в разных ситуациях. Например, если иншаллах переводится как «если будет угодно Богу». И если я, например, вот такое вот веселое расскажу сейчас такое выражение, допустим, если вы садитесь в автобус и говорите, а если я сяду в этот автобус, я доеду до супермаркета?
А там будет супермаркет, если я сяду в этот автобус? А водитель отвечает, там будет супермаркет, даже если вы не сядете в этот автобус. То есть это вот такое смешное выражение. Здесь, когда ты садишься в автобус и говоришь, я доеду до Сензамола, а он тебе ответит, иншаллах, если угодно будет Богу. Я всегда напрягалась раньше, когда они вместо того, чтобы да, доедешь, он говорит, иншаллах, то есть мы не знаем, мы доедем или не доедем. Ну, короче, вот такое у них очень интересное выражение. Еще очень много, я заметила, что очень много поговорок в арабском языке повторяют наши поговорки. Только немножко по-другому. Например, есть такая поговорка у нас, кто обжегся на молоке, дует на воду. А у них такая же поговорка, только там говорится, кто обжегся супом, дует на йогурт. Ну, там по-другому, конечно. Еще есть очень много интересных поговорок арабских, египетских. Ну, может быть, потом вот эти поговорки мы рассмотрим. Еще в арабском языке есть некоторые слова похожие. Например, вот я один раз иду по улице, и когда я только приехала, я еще не знала много арабских слов. Дети бежали за мной и кричали халява, халява. Я думаю, что за халява? Спросила, пришла к мужу домой и говорю, что такое, дети за мной бежали, какую-то халяву они хотели. Вот. А он говорит, это сладости, халява это сладкое. Конфетки просили у тебя, а никакую не халяву. Поэтому, когда говорят у нас в русский язык слово халява пришло из арабского. Потому что сладости, сладкое. Халява это как у нас говорят, на халяву и уксус сладкий. Да? Поэтому вот это вот слово такое. От этого же слова произошло слово халавият. Помните, мы ели вот эти вот такие вот субпродукты? Это считается самое вкусное из мяса. Поэтому это называется халавият, типа какие-то самые вкусняшки. Вот так вот. Поэтому от этого слова. И если вы знаете слово халва, которое тоже произошло от арабского, это тоже халява, халва, это одно и то же слово. Хотя мы, конечно, их не совмещали. Еще в русском языке есть много арабских слов, про которые вы даже не знали. Например, все слова, которые начинаются с аль, алгебра, алкоголь. Это все арабские слова. Есть еще другие, там можно просто подумать, какие слова на аль начинаются. Это все арабские слова, потому что аль – это такая приставка. Приставка арабская. Допустим, Аль-Джазира, остров. Тоже вы слышали это. Ну, это приставка, которая показывает, что вот какую-то принадлежность. Если отдельно там стоит. Еще есть интересное, вот если вы глубоко будете изучать арабский, есть лунные слова, есть солнечные слова, допустим, ну, такие вот разные выражения. Но это прям совсем в глубину, если... Ну, на чем мы остановились? Как дела? Иззаек. Куайс отвечает. Хорошо. Да? Или амле. Как дела? А, еще есть такое вот Ана Айс и Ана Миша Айс. Ай, да, вот есть такая буква Эй. Эй. Нам трудно очень произносить. Ана Айс и Ана Миша Айс. Я сама не люблю эту букву, потому что она какая-то грубая. Поэтому я просто говорю Ана Айза, Ана Миша Айза. Я не говорю вот это Айза, Айза. Допустим, любой египтянин. Знаете, еще такая есть шутка. Египтяне очень юморной такой народ. Они тебя могут спросить, а как по-русски I love you? Ты, допустим, ему скажешь, я тебя люблю. Он тебе скажет, я тоже. Ну, вот такая у них такая шуточка. Еще египтяне часто спрашивают, а скажи сафага. Ну, допустим, русские скажут сафага, украинцы скажут сафага. Да, они так определяют, ты откуда? Да, из Украины или из России. Ну, в общем, это так. Потом что? Еще вот интересно, что египтяне друг друга называют Ябаша. Ябаша, я Раис, я принц. То есть они вот так вот
друг друга возвышают. Допустим, я Раис – это президент. И когда кто-то водителю такси говорит «я Раис», «алягам я Раис», допустим, это как-то превышает его. Или если человек учитель, да, допустим, мой муж, он учитель, его часто называют устаз. Я устаз, устаз Халид. Потому что у них обычно прибавляют вот такие приставки. Или инженер. Я, когда только начала работать, я говорю, а что такое мишмухандес? Он говорит, где мишмухандес? Он говорит, я говорю, ну, нашего инженера так называют. Он говорит, наверное, бешмухандес. Бешмухандес, господин инженер. Говорит, а тебя как называют? Я говорю, меня называют мухандеса, то есть инженерша по их. То есть они обязательно прибавляют, если у человека есть высшее образование, они обязательно прибавляют. Ну, они говорят принц там и на водителей, и на всех подряд. Ну, то есть очень важно именно уважительно обращаться к людям. Для них это очень важно. Что еще? Какие еще фразы? Ну, я уже сказала, она Айза, она Миша Айза. Айза – это для женщины. То есть, если мужчина, он скажет она Миша Айз. И она Айз или она Миш Айз. Миш – это не. Я не хочу. Я хочу. А женщина скажет она Айза, она Миша Айза. Да. Или, допустим, мы уже говорили фразу «мафиш мушкеля». Это тоже «нет проблем». Да. Тоже очень распространенная фраза. Это так, чтобы запомнили. А ты сказала вот «доброе утро», «добрый вечер»? Да, сказала. Да? Ты меня спрашивай, если что-то ты хочешь сама знать. Например... А как будет сказать, допустим, там... мы сказали, ты красивая, ты красив. Да. Энти – это к женщине обращается, а энта к мужчине. Но это если просто ты, да, энта, энти. А если ты хочешь сказать уважительно, вы, ты можешь сказать хадретак, хадретик. Хадретик женщины, хадретак мужчине. То есть это очень такое. Я смотрела фильмы раньше арабские, говорю, что за хадретак, что за хадретак, каждые два слова. И муж мне сказал, это вот уважительное такое обращение, хадретак к мужчине, хадретик это к женщине. Хабиби, это такое тоже слово, любимой, любимый, любимая, хабибти. Или еще есть такое слово. Хабибти, да? Хабибти, да. Хабиби. Проговори, меня аж не слышно. Да, женщина это хабибти, мужчина хабиби. Поэтому часто вы говорите, ну, часто мы это слово, у нее есть там хабиб, допустим, какой-то, хабиби, да, ну, есть, наверное. Ну, в общем, это такие вот выражения. Ана – это я, энта – это ты, эхна – это мы. То есть это тоже такие вот важные фразы. Да, нет, спасибо, пожалуйста. Спасибо, мы сказали шукран. Пожалуйста, афуан. Афуан. Шукран гиддан. Большое спасибо. Афуан гиддан. Большое пожалуйста. Еще часто говорят мабрук. Поздравляю. Например, кто-то тебе какой-то скажет такое радостное известие. Ты можешь сказать мабрук или альф мабрук. Миллион поздравлений, допустим. Вот такие фразы. Супер. Еще, допустим, если к вам клеится какой-то египтянин, здесь их много, вы можете ему сказать «Ана миггауза», то есть «я замужем». Я замужем, Ана миггауза. Миггауза. А мужчина миггауз. То есть я замужем, я женат. Вот. Сын – это ибни, мой сын. Ибн – это сын. Наверное, слышали, вот есть такая сказка, как Ибн Хаттаб. Ибн Хаттаб. Ибни. Да, ибни. Ну, это как бы у них вот это вот ибни. Ибни, вот эта буква, опять же, которая… Да. Ты знаешь вот эту сказку про Хаттабыча? Его звали Ибн Хаттаб. Как его?
Первое, как его? Абдурахман. Абдурахман ибн Хаттаб. То есть Хаттабыч, потому что он сын Хаттаба. Поэтому его звали Хаттабыч. Абдурахман – это его имя, Ибн Хаттаб – сын Хаттаба. Абдурахман – сын Хаттаба. Допустим, мой сын Магди ибн Халид. Магди Халидович, как вот это вот мы называем. Поэтому некоторые вещи мы знаем, мы очень много знаем об арабском, но мы не знаем, почему именно. А если я хочу сказать мой сын, я говорю ибни, потому что я вот эту и добавляю, чтобы показать принадлежность. Допустим, телефон, телефони, мой телефон, да, или китаб, книжка, китаби, моя книжка, китабак, твоя книжка. То есть вот эти вот, мы не говорим твоя, моя по-арабски, мы просто добавляем вот это окончание, которое уже указывает твоя, моя, его, их и так далее. То есть там много, конечно, если углубляться. Потом эмщи, идти. Это очень тоже важное. Если ты, допустим, кому-то хочешь сказать, чтобы он уходил, ну, так вот, можно сказать эмщи, уходи. А если ты хочешь сказать тааля, иди сюда, можно сказать тааля. То есть вот так вот ты, вот так, мы уже показывали вам эти эмщи, тааля. Ялла, еще вот такое вот известное выражение. Когда мы хотим идти, допустим, нужно сказать ялабина, встаем и уходим. Ялла – это давайте, там, что-то такое, призыв такой, что что-то нужно сделать. Ну и цифры. Наверное, цифры – это самое важное. Давай проговорим, если ты сможешь написать потом эти цифры, потому что важно тоже знать, как они пишутся.